Добрый вечер, уважаемые зрители нашего канала Live TV. И сегодня, как каждую среду, в 8 часов вечера по украинскому и израильскому времени, я и Павел Голштейн представляем вам нового гостя нашей передачи. Это Марк Уолш, один из самых востребованных и известных эмбоди-тренеров Европы. И сегодня он расскажет нам о том, что такое эмбодимент, подход, о том, где он применяется и как его могут использовать люди как для жизни, для бизнеса, для выживания в каких-то стрессовых ситуациях и много-много всего интересного. Переводить сегодня будет Дарья Браславец, и, возможно, к нам через время присоединится еще один гость. Да, это сюрприз. Марк. Добро пожаловать, everyone. Здравствуйте. I don't speak much Russian and even less Ukrainian, so I'm very happy to have a beautiful translator today. Я не очень хорошо говорю по-русски и по-украински тоже, поэтому я рада, что сегодня у меня есть переводчик. Очень красивая. I did not hear that phrase. So I'm very happy to be talking to you all about what I love. И я очень рад буду говорить с вами о том, что мне нравится. And I'll probably talk for about 45 minutes and then take questions for 30 minutes. И я буду говорить на протяжении 45 минут, а затем у нас будет полчаса на вопросы. And this will be an introduction to embodiment and what embodiment is. Это будет введение в embodiment и что такое embodiment. And how it may be helpful. И то, чем он может быть полезен. I'm aware this is quite a diverse group of people. И я знаю, что у нас разная аудитория присутствует сейчас. Looking at the Facebook group, people have many different professions. Я смотрю на Фейсбуке, что люди разных профессий здесь собрались. So also different locations. А также из разных мест. So if you want to, in the chat, put your name, your location and your job. И вы можете в чате написать, где вы находитесь, ваше имя и ваша работа. So it might be Mark Walsh, Brighton, England, and my job is an embodiment teacher. Например, Марк Уолш, Англия, Брайтон, учитель эмбодимента. Natasha in Odessa, and your job might be therapist. Или там Наташа из Одессы, терапевт. Cool. Okay, so while you're doing that, И пока вы пишете, what is embodiment? What is this area of embodiment? что такое эмбодимент? Well, it's quite simple. И это достаточно просто. How we are Как мы in the short term and long term. в короткой перспективе и на длительном протяжении времени. We could also define it as the subjective experience of the body. Мы также можем назвать это субъективным опытом тела. So I invite you to join me in a small interactive exercise now. И я приглашаю вас сейчас поучаствовать со мной в небольшом упражнении. Because this isn't theory, this is something very real and practical. It's not an intellectual theory. И это не что-то теоретическое, это будет практическое упражнение. Take your arm. Возьмите себя за руку. And you can relate to your arm as an object. И относитесь к своей руке как к объекту. And this is okay. This is maybe if you break your arm, a doctor will look at it this way as a thing, an it. И это тоже неплохо. Если вы сломаете руку, вы пойдете к доктору, и он будет обращаться с ней как к вещи. This is the body as object. Потому что тело — это предмет. And really culture encourages us to see the body this way. И культура способствует тому, что мы смотрим на тело. Even in language we say my body as if I was separate from my body, yeah, like my Даже car. когда мы говорим о себе, мы говорим «моё тело», как «моя машина». But is there an alternative? Но есть ли альтернативный способ? How if I relate to myself and my arm? Как я отношусь, сопоставляю себя со своим телом и со своей рукой? If I'm aware that this arm has feeling and it has movement, it's not an object, right? It's different than if I hold a hammer. If I hold a hammer, that's a thing. If I hold, it's not feeling, it's not moving unless I move it, whereas my arm has life, it has movement, it has feeling.
Если я буду относиться к своей руке как к чему-то, что способно испытывать чувства, что способно проявлять эмоции, то есть если когда я держу в руках молоток, он не будет двигаться без моей помощи, а рука это более живой предмет. So this arm has held my niece, this arm has held my love, this arm has fought, this arm writes important things, this arm is part of how I am in the world. Это рука, которая держала мою племянницу, это рука, которая обнимала любимых людей, это рука, которая участвовала в драках. And how is it now if I touch myself with this awareness? So I'm feeling as I touch, I'm moving, I'm aware of my arm as part of my being. И каково мое отношение теперь к этой руке, когда я помню, что эта рука — это часть моей истории, моего бытия. So notice how this is different. И обратите внимание, как это ощущается по-другому. This really is an experience by definition, so I invite you to, even if you're listening at home on a recording in the future, please try this. И это на самом деле нужно проверять на опыте, и я предлагаю вам это сделать. And even better, if there's someone else, you can feel the difference with another person there. И хорошо делать это упражнение в паре с каким-то другим человеком. Okay. So why is it important we also have this view of the body as subject rather than object of embodiment? Why is it important to also have this subjective view of the body? И почему важно относиться к телу из этой точки зрения, не только как к объекту, а к такому более живому существу? Почему? Why? Because the body is involved in everything we do. Потому что тело участвует во всем, что мы делаем. And if we want more awareness and more choice, we need to work with the body. И если мы хотим быть более осознанными и иметь больше выбора, мы должны работать с телом. So as a therapist, my body is communicating. И когда я работаю терапевтом, то мое тело тоже участвует в общении. People are aware of body language, but it's a little deeper than that. И многие слышали о языке жестов, но это гораздо глубже. Okay, so it's body being. Это бытие тела. It's hard to translate. I translate. How we think, Это то, как мы думаем, how we see, как мы видим, how we perceive, actually, all our senses. ну, и все органы ощущений. How we feel, our emotions. А также наши эмоции. And the actions we can do in the world. И наши действия, которые мы можем предпринимать в мире. So these things are embodied. И все эти аспекты, они проявляются через тело. How we relate to other human beings. This is not just a matter of thinking, this is a matter of our way of being in the body and the world. It's the same thing. И это не только касается нашего способа мышления, это также относится к тому, как мы взаимодействуем с другими людьми. And you know this, actually, you know this already. И вы уже об этом знаете. I mean, a child knows this, a dog knows this. Даже ребенок знает и понимает. My niece knows when's a good day to ask me to play. Например, моя племянница знает, когда хороший день, чтобы попросить меня поиграть с ней. A dog knows when you're afraid. Собака знает, когда вам страшно. Yeah, and actually, in business, a manager can see that when they interview someone, okay, how does this person feel? Are they going to be reliable in this job? И менеджер это знает, когда он нанимает нового работника, он смотрит, какое чувство вызывает этот человек, как он будет справляться с работой. The same if you're a life coach, any work that involves other people. На любой работе, в которой есть люди, это важное знание. And of course, if you're working in trauma, this can go have some difficulties can result from this. И это очень важно, когда мы работаем с травмой, вы можете увидеть некоторые вещи с помощью эмбодимента. So my own work involves working in business. For example, I was working with L'Oreal, a big cosmetics company many of you may know, last week.
Я работала много также с этим. Я работал на прошлой неделе с компанией L'Oréal. I've worked with police, military, government. Я работал с полицией, с военными, с государством, Non-profit organizations, а также с другими организациями. and many areas of conflict, including Israel, the Ukraine, many areas where there's been conflicts. Также я работал с конфликтами в многих странах, также в Израиле и на Украине. And often I'm helping people with stress or trauma, И часто я помогаю людям со стрессом или пережившим травму, or leadership. и также в сфере лидерства. For example, it may be that a leader in a company lacks impact, they lack charisma or gravity. Например, может быть такое, что лидер компании, ему недостает харизмы, недостает влияния на людей. Hello, my name's John, I'm your manager, I'm very inspiring. Здравствуйте, меня зовут Джон, я ваш менеджер, я очень вдохновляю. If John is stuck in this way of being, it doesn't matter what books John reads. John can look at all the books and all the websites, and John is still not going to have that impact on other people. И если Джон застрял в этом теле, то не имеет значения, какие книжки он будет читать по лидерству и по менеджменту, он не сможет применить этого. Не So сможет передать это. these are some of the areas where embodiment is important. Это некоторые сферы, в которых эмбодимент важен. But of course, it's in everything we do, because whatever we do, we're here. Yeah? Но на самом деле это абсолютно про все, что мы делаем, потому что бы мы ни делали, мы здесь. So it's like this is our operating system, the body. И тело это как наша операционная система. Again, for thinking, for communication, for relationships, for emotion, all of these things are happening through the body. Это система о наших отношениях, обо всем, что происходит с нашим телом. Okay, so this can seem quite abstract, so let's look at this concretely. What are the skills involved? Это может показаться немножко абстрактным, поэтому посмотрим более конкретно. Какие навыки здесь присутствуют? Before I do, there's not much in the chat box, so if you go to the left of Google Hangout, you'll see a blue box, and if you click on that, you can write your name and location in the box. И прежде чем мы приступим, я хочу сказать, что в чат-боксе мало сообщений. Когда вы вот здесь слева на Google боксе, там есть такое голубенькое сообщение, развернуть его, получится чат, и здесь можно писать. If you write your name, your location, and your occupation, then I know that I'm not talking to myself. Если вы напишете свое имя, где вы находитесь и чем вы занимаетесь, я буду знать, что я не разговариваю сам с собой. If you can write in Roman, great. If not, Cyrillic is also okay. Если вы можете писать латиницей, хорошо, и кириллицей тоже можно. Okay, so what are the skills we might want to learn as a coach or a therapist or a business person interested in embodiment? Итак, какие навыки мы можем исследовать и изучать, если мы хотим работать с эмбодиментом? So, the first one, body awareness. Первое – это осознавание тела, Mindfulness. осознанность. Yeah. Is there a Russian word for mindfulness? It's very popular at the moment in Western Europe. Да, этот термин mindfulness сейчас очень популярен на Западе. Yeah. It's been in the UK government quite a lot recently, for example. Например, даже на уровне государства в Англии все чаще об этом говорят. And this is really the base, just the base, not everything. И это на самом деле база. Это не все, но это только основа. So we have to know what we're doing in order to change it. И мы должны знать, мы должны осознавать, что мы делаем для того, чтобы это изменить. So this involves looking and being aware of our posture, our breathing, our movement. These are the basic tools of the embodiment world. То есть мы должны обращать внимание на наше дыхание, на осанку. Это такие базовые инструменты в мире эмбодимента. Okay. So this doesn't involve having to be perfect in how you sit. It's not like correcting your posture, but it's noticing how you are.
И это не про то, чтобы сидеть правильно, чтобы корректировать осанку. Это о том, чтобы замечать, как вы. So right now, for example, are you aware of your feet? Например, сейчас. Чувствуете ли вы, осознаете ли вы, как ваши стопы себя чувствуют? Are you aware of your breathing? Ощущаете ли вы свое дыхание? Like, what is your breathing telling you about how you are right now? Что ваше дыхание говорит вам сейчас о том, как вы? Okay. And again, not to make it right or wrong or to change it straight away, but just to say, okay, how are you right now? How are you? This is a profound question. И мы опять-таки говорим не о том, чтобы корректировать что-то, вносить изменения, а о том, замечаем ли мы, как мы себя проявляем через эти вещи, через дыхание, осанку. Okay. It's quite dangerous if you don't know the answer to this question. И если вы не знаете ответа на этот вопрос, это достаточно небезопасно. Because without this self-awareness, everybody else can see how we are, but we can't. Потому что без самоосознания все остальные люди понимают, как мы себя чувствуем, а мы нет. You have a reputation. И у вас у всех есть репутация. And there's lots of models we use for this. For example, are you more fiery or more watery, more air, more earth? И здесь существует много моделей, и Марк использует модель 4 элементов, то есть в ком больше огня, в ком больше воды. If you think you know yourself perfectly already, this is a big mistake. И если вы думаете, что вы уже знаете о себе все, это большая ошибка. We do an exercise on courses where people see someone else walk like they walk. Мы на курсе делаем упражнения, когда люди видят, как кто-то ходит так же, как до этого ходили они. And the gap between fantasy and reality is sometimes enough to shock people. И иногда разрыв между реальностью и фантазией настолько велик, что у людей просто возникает шок. So we're looking at self-awareness both in the short term, like right now, what emotion is going on in me, what mood am I in? И мы смотрим на эту самоосознанность в короткой перспективе, то есть в каком настроении я сейчас. This is easy to feel in some ways. И это легко заметить. It still takes practice. Но для этого все еще нужна практика. Yeah. And the second aspect is harder to feel. It's how are we long term? What's our character? А второй аспект, который сложнее заметить, это каковы мы на длительной перспективе, каков наш характер, наша персона. We have some techniques to reveal this, but it's not immediately apparent to a person. И существуют техники для того, чтобы распознать эти свои длительные шаблоны, но для человека они не всегда сразу очевидны. Because when we look at a body, we're not just looking at a piece of meat, we're looking at history. Потому что когда мы смотрим на тело, мы не просто смотрим на кусок мяса, мы смотрим на историю. Well, we're looking at how they've developed a strategy in the world to find love and safety in these things. Мы смотрим на то, какую стратегию они в себе разработали для того, чтобы находить любовь и безопасность. That strategy may be, I'm tough, don't mess with me, I kill you. Эта стратегия может быть не... Sorry, a second. I have... Okay, so это может быть стратегия, что не подходи ко мне, или я убью тебя. Or the strategy might be, I'm nice, love me, please, I'm nice, I'm a good person. Или это может быть стратегия «я милый, любите меня». And we learned these in our early childhood and then developed them in our bodies as ways of being. И мы научились этому еще в детстве и сделали это своим способом бытия. So it's very important to know about our moods, our short-term states, but also our longer-term dispositions. И это очень важно, и осознавать свое настроение сейчас, но также осознавать, каковы мы на длительной перспективе. So this is self-awareness. This is one of the 4 sets of skills. И это про самоосознанность, про один из инструментов Эмбодимент. The other part is self-regulation. The second part is self-regulation. А следующая часть – это саморегуляция. How do we get ourselves together under pressure? Как мы действуем под напряжением. Now, we all have
some ability of this, but it can be developed. И у нас могут уже быть какие-то инструменты, но это также может быть и развито со временем. How do we cope when we have a stressful situation at work or in the family or in more extreme situations like in a war zone? Как мы взаимодействуем под напряжением? Например, это может быть в семье или на работе, или в более экстремальных ситуациях, на войне, например. Actually, families are far more extreme than war zones. I've been in Afghanistan and I've been home for Christmas, and sometimes home for Christmas is harder. И семья может быть и не легче войны. То есть Марк говорит, что он был в военных зонах, и он был на семейном ужине во время Рождества. I'm only half joking. I'm half joking. Только наполовину шутка. So there's many situations where we need to regulate ourselves. То есть существует множество ситуаций, в которых нам нужно регулировать себя. We can always come into a more ideal state. И мы всегда можем прийти к более подходящему состоянию. We can always reduce a subtle fight or flight response that may be happening. Мы всегда можем отрегулировать этот ответ «бей-беги», который происходит в ответ на стресс. You think of the difference between you on a good day and a bad day, that's this state. Это, подумайте о себе хороший день и когда у вас плохой день. И вот эта разница, это то, о чем мы говорим сейчас. So, if you want to practice that now, И если вы хотите попрактиковаться в этом сейчас, please stop sending your emails or doing whatever else you're doing. то, пожалуйста, перестаньте сейчас присылать имейлы или делать, что вы делаете в этот момент. And if you're sitting, sit a little straighter and a little more balanced. Если вы сидите, то сядьте чуть более прямо и чуть более сбалансированно. And put your feet flat on the floor if you can. И если вы можете, поставьте стопы на пол. And relax your mouth. Расслабьте челюсть. Relax your belly. Расслабьте живот. Breathe a little deeper so your belly moves. И сделайте более глубокий вдох, чтобы ваш живот двигался. So you're feeling your body and relaxing this line down your core. И вы ощущаете свое тело, и вы расслабляете эту центральную линию. Notice how you feel. Заметьте, как вы себя чувствуете. This is a 10-second centering exercise. Это такое 10-секундное упражнение в центрировании. I did this at the beginning of a coaching call with a businesswoman earlier today. И я сделала это упражнение сегодня в начале звонка, коучингового звонка с одной женщиной. To help her let go of the stress of her busy day and to come back to some focus. Для того, чтобы она забыла, чтобы она расслабилась после своего рабочего тяжелого дня и сфокусировалась на нашем разговоре. We've got lots of videos on this if you're interested. Just go to YouTube and look up centering and my name and lots of free videos. И у нас очень много видео на эту тему. Если вас интересует, вы можете зайти на YouTube и искать centering, Марк Уолш, и будет очень много видео. Lots of examples with clients and different ways to do it, because there's lots of methods. Много примеров с разными клиентами, много способов центрирования. Okay, self-regulation. Итак, саморегуляция. And particularly working with either fight or flight, which is around something we dislike. Это чаще всего работа с этими ответами «бей-беги», которые мы чаще всего, они нежелательные. Also freeze. А также с замиранием. In trauma, these are often held more long-term in the body, and there's various techniques to help release them. После травматических ситуаций эти ответы тело может сохранять эти паттерны на долгое время, и мы работаем с тем, чтобы освободить его от этих зажимов. And actually, you see this across whole cultures. Whole cultures will have a particular holding in the body, or a particular speed in the body that can be a result of this. И мы можем это наблюдать даже касательно целых культур. У кого-то будет более характерным зажим челюсти, у кого-то будет более характерная быстрота движений и так далее. And we're also working with grasping when we want something really badly. И также мы работаем с хватанием, когда мы хотим что-то очень сильно.
In Buddhism, this is called tanha in Pali, tanha, grasping. Марк говорит, как это называется в буддизме, специальный термин. And this is something else that it's very helpful to learn to regulate, for example, in addiction issues, or if there's just something we're very fixed on. Также эти техники очень полезны, когда у нас есть какого-то рода зависимость, или мы застряли на чем-то. So this is one side. I'm aware of myself, and if I'm aware of myself, then I can regulate myself. The first two sets of skills. Итак, у нас уже два есть навыка. Первый — это самоосознание, а второй — саморегуляция. Я знаю, что со мной происходит, и я знаю, как это регулировать. Great. Now we have the other side of life, which is other people. Хорошо. Теперь мы переходим к еще одной части жизни, и это другие люди. We have awareness of other people. У нас есть осознанность, осознавание других людей, Empathy. эмпатия, And also being able to observe people. People in their bodies reveal a lot. а также возможность наблюдать за другими людьми, потому что тело других людей рассказывает нам многое о них. I was just on a 5-day silent retreat. Я только что вернулся с пятидневной ретрита молчания. And there was a woman there, and at the end of it, we were able to talk after 5 days of silence. И после 5 дней молчания у нас была возможность поговорить. And I said to her, I said, are you French? Because she looked French, she moved French. И там была женщина, и я спросила ее: ты из Франции? Потому что она выглядела как француженка и двигалась как француженка. She had a particular embodiment that's common in France. Not everyone, but is common. И Марк был там, и он заметил, что там есть своеобразный эмбодимент, присущий французам. Не у всех, но у многих. She said, no, but my father's French. И она сказала: нет, но мой папа француз. And so I just observed in her body there was the pattern. Я просто увидел этот паттерн в ее теле. And moment to moment, this of course is very helpful if we're able to see changes in our clients or employees or whoever. И это очень полезный навык, когда мы можем увидеть изменения в наших клиентах или в наших работниках. This is the basic way we connect with other human beings. Это основной такой способ, которым мы общаемся с другими людьми. This is why we like to be around people and other bodies. We coordinate through the body. Это одна из причин, почему мы любим находиться в обществе людей, в обществе разных людей, что мы координируем себя с ними. Soldiers dance, soldiers march, lovers dance, lovers make love. These are all body practices of coordinating. То есть, когда солдаты маршируют, когда пара влюбленная танцует или занимается любовью, это такой способ скоординировать себя с другим человеком. And bodies respond to other bodies. И тела отвечают другим телам. So be careful who you spend time with, because they're actually influencing your body, your way of being. И будьте внимательны насчет того, с кем вы проводите время, потому что наше тело, оно координирует себя с другими телами. Sometimes you can feel this, like sometimes I'm sitting on the train and then maybe a very angry person comes and sits next to me, and you can feel it. Это даже можно почувствовать. Например, когда я еду в поезде, и очень злой, раздраженный человек садится рядом, я чувствую его злость, его раздражение. Or if a very happy child comes into a room of serious adults, and the child infects the adults with fun. Или если ребенок, очень веселый ребенок, заходит в комнату с такими серьезными взрослыми, он как бы заражает их своим весельем и радостью. So this is our fourth area, the area of influencing other people through the body. Это наша четвертая область касательно инструментов эмбодимент. Это влияние через свое тело на других людей. Okay, so this is the kind of area we're playing in, and then the applications are just huge. И то есть это то, над чем мы работаем, этот эмбодимент, и сферы, где мы можем его применить, их просто великое множество. Okay, so take a breath. Итак, сделайте вдох. Feel your body. Let's make sure we're embodied while talking about embodiment, huh? Сделайте вдох и убедитесь, что вы присутствуете в своем теле, когда мы говорим об эмбодименте. How you're sitting right now is influencing what you think of this talk.
то, в какой позе вы сейчас сидите, влияет на то, что вы думаете об этом разговоре. I know you're having some thoughts. Those thoughts are produced as much as anything through how you're sitting. Я знаю, что у вас есть какие-то мысли, и эти мысли производятся также зависимо от того, как вы сидите. We're creating our listening through how we're sitting or standing, or maybe walking along listening. Мы создаем то, как мы слушаем, через то, как мы сидим, или, может быть, ходим, если вы ходите сейчас. So really all embodiment's very simple. It's just about two things. И на самом деле эмбодимент очень прост. Он касается двух вещей. Awareness and choice. Осознанности и выбора. What am I doing? What do I want to do? Что я делаю и что я хотел бы делать. And it's not about saying there's a right posture or a right way to breathe, but there are better ways to breathe or sit for certain things. И это не про то, чтобы корректировать осанку или управлять своим дыханием. Это о том, что есть более подходящая осанка или ритм дыхания для конкретной ситуации. So maybe I want to relax now. I put my feet up, I slump a little bit, I open, I soften. То есть, может быть, если я хочу расслабиться, то я могу закинуть ноги на стол, откинуться на спинку. Yeah, this is a way of changing how I am right now on this call. This is very practical. И это то, как я могу проводить этот звонок. Это очень практично. I can see from the chat that the people aren't able to talk in the chat box, but there is a website on Facebook, I believe, where people are chatting. Yeah. Да. Okay. Я вижу, что вы не можете писать здесь на Google трансляции, но вы можете писать в группе на Фейсбуке. Oksana or Daria, would you send me a link to that location where people are saying hello so I can see who's here? Оксана, пришли Марку, пожалуйста, ссылку. У меня ее нету. If you put that in the chat, then I can click on it, and then I'd like to see who's here. I'm curious. Do you have a link for me? Оксана, у вас есть ссылка на чат, на группу в Facebook? Got it. Спасибо. Есть. Okay, cool. So lots of people said, can people say hello on that Facebook event now with their name, their location, and their job? Так, пожалуйста, поздоровайтесь с нами, напишите, где вы находитесь и кем вы работаете. And Daria, can you tell them how to find it? So they go to Facebook and they type in what? Если вы заходите на Facebook, то выберите группу Alive, LUA, Марком Уолшем. Там, где есть ссылочка. В общем, это та страница, на которой, как это называется, ивент, в общем. Because it says 99 people are going, but I'm not sure if they're here, so it would be nice to hear from a few people. Там, где написано, что 99 человек собираются посетить, хотелось бы от вас что-то услышать. Okay. So I'm curious also what people's main areas of interest are, because embodiment has many applications and I could talk about many aspects. Мне также интересно, каковы ваши увлечения и как вы собираетесь применять embodiment. So there's business leadership, there's life coaching. То есть бизнес leadership или коучинг клиентов. There's trauma work, there's peace work. Есть работа с травмой, есть также пишите, чем вы занимаетесь. And we're also applying embodiment work into yoga as a way of people to learn it through yoga. Марк сейчас старается применить embodiment подход в йоге. Okay. So I'd love to hear from people what are your interests. То есть расскажите, каковы ваши интересы. Okay, I think it may... Yes, hello. I think I have a first question. Yes. Can I ask you? Yes, please. Okay, so
I'm very curious, what do you think about this relationship between yoga and embodiment? Okay. Я переведу. Can you, what do you think about and yeah. Вопрос заключается в том, что Марк думает об соотношении йоги и эмбодимента. Okay, so I'll broaden the question a little bit. То есть я немножко шире отвечу. So there's many kinds of embodied practice. Существует великое множество embodiment практик. And there's also, for example, martial arts, tai chi, dance, there's lots of body work, lots of kinds of embodied practice. То есть существует множество практик, боевые искусства, тайцзи, танцы и так далее. Body work, martial arts. Body work также. Okay, these also, some of these though look like embodied practices, they aren't, they're just athletic practices. Но также есть практики, которые выглядят как embodiment практики, но на самом деле это просто упражнение. An embodiment practice is always about experience, feeling the body, and it's working on ourselves, not just working on, the muscle. Для того, чтобы это была embodiment практика, должно присутствовать осознавание и должно присутствовать ощущение тела. То есть мы не просто работаем над конкретной мышцей, мы работаем над собой. So some yoga is just an athletic practice. То есть некоторые виды йоги могут быть просто атлетическими упражнениями. And that's okay, it's good exercise. И это неплохо, это хорошее упражнение. But to me it's also a missed opportunity. Но для меня это выглядит немножко как упущенная возможность. Yeah, an embodied yoga is a yoga which is working on our way of being in the world. So it's not about our hamstrings, it's about our life. И embodiment йога это не работа над мышцами, это работа над тем, как мы ощущаем себя, как мы проявляем себя через тело. And with any embodied practice, it's helpful to ask, what is this building in me? И выполняя любую embodiment практику, полезно задать себе вопрос, чему я учусь, что это строит во мне. Some embodied practices will make us fiercer. То есть некоторые embodiment практики сделают нас бесстрашными, Some will make us softer and more open. а некоторые сделают нас мягче и более открытыми. Some more playful. Некоторые сделают нас более игривыми, And some more grounded. а некоторые сделают нас более приземленными. So if we look at, say, the different styles of yoga, they all build something slightly different. Если мы посмотрим на разные стили йоги, то мы увидим, что они помогают нам построить какие-то разные вещи. And the same with different martial arts or different types of dance. They're equally building different things. Касается разных видов боевых искусств или разных танцев. Они So I advise all of my students to have some kind of a body practice. И поэтому я советую моим студентам заниматься какой-либо embodiment практикой, To build these skills that I've talked about. чтобы построить какие-то из тех навыков, о которых я говорил. But we also need to be careful that our body practice, embodied practice, isn't just doing what we're already good at. Is it building the right skills that we need? Но мы должны относиться к этому аккуратно, потому что может быть такое, что наша embodiment практика помогает нам построить то, что мы и так уже хорошо умеем делать. For example, Iyengar yoga is going to build a very formal, structured way of being. Например, айянга-йога поможет нам построить такой очень структурированный способ бытия. This can be very helpful. И это может быть очень полезно. And say 5 rhythms dance is much expressing and moving and being free and less about structure. Например, 5 ритмов это больше про хаос, про то, как проявлять себя через движение. И там мало структуры. It's complex because actually there's a form to 5 rhythms and there's a freedom to Iyengar yoga, but they are different. Ну, конечно, это сложные такие занятия, то есть и в аштанге есть хаос, и в 5 ритмах есть структура, но там разное качество этой структуры. So they would actually build a different way of being. Поэтому эти практики, они построят разный способ бытия. Okay, so thank you for the question. Спасибо за вопрос. There's a question. Thank you. Translate it. Okay, there's another question.
Yeah, I see a question. Let me read it first. How to work with soldiers that came back from war, but in a couple of months they are going back. So how to keep them alert and how to help them live here peacefully, but remember but still keep them ready to come back to war at any moment. Yeah, this is a very good question. Это очень хороший вопрос. I've had this question before, and I've worked with soldiers that have asked me this question. Я работал с солдатами, которые спрашивали меня. I should read this question in Russian. I'm sorry. Как работать с солдатами, которые пришли на побывку домой с войны, но через пару месяцев их отправят назад? Как сохранить их алертность, чтобы они жили в мирном контексте, но были готовы в любую минуту отправиться воевать? Да. I think first of all we need to recognize the great difficulty of this. Прежде всего нужно понимать, что это очень сложная ситуация. I think whatever your politics, we can all acknowledge that war is horrible. Каковы бы ни были ваши политические взгляды, мы должны понимать, что война это ужасно. I think the next thing is also to look at our ethics around this. А следующее, на что мы должны обратить внимание, это на этичность этого вопроса. And we each make our individual choices in this regard. У нас у всех свои индивидуальные выборы, которые мы делаем в отношении. Okay. So there's a fear that I hear expressed by soldiers and a fear I hear in the question. Я чувствую страх, когда мне задают этот вопрос солдаты, и я чувствую страх в этом вопросе. Okay, that fear is this. И он заключается вот в чем. If I relax, won't I become a worse soldier? Он заключается в том, если я расслаблюсь, не стану ли я худшим солдатом? Actually, no, you'll become a better soldier. И на самом деле нет, вы станете лучшим солдатом. How do I know this? Откуда я знаю об Because этом? much of what I teach comes from the martial arts. Потому что многое, чему я учу, идет из боевых искусств. So being able to relax, being healthy, being able to manage one's emotions, these things have a very positive impact on awareness. Умение расслабиться, умение замечать свои эмоции, умение контролировать себя имеет очень положительное влияние на нашу осознанность. And this is why the samurai developed these skills. It wasn't they were warriors. They weren't like hippies. И это происходит, например, у самураев. То есть они использовали эти техники, чтобы не быть такими хиппи. So often what we're working with people in such professions is how to be healthy and happy and relaxed, but still alert. И это то, с чем мы работаем с людьми таких военных профессий. Мы помогаем им быть расслабленными, но в то же время внимательными. Because they need to be alert. Потому что они должны оставаться внимательными, и они должны оставаться алертными. Yeah. The other aspect here, this is just basic kind of stress management. И следующий аспект этого это просто базовый стресс-менеджмент. Of course, in very difficult circumstances. Ну, конечно, который происходит в очень сложных обстоятельствах. The other aspect here is trauma. И другой аспект этой работы это травма. And again, trauma doesn't help soldiers; it stops them. Потому что травма, она не полезна для солдатов, она наоборот их останавливает. Yeah. So working with trauma again makes people more effective soldiers, not less. И опять-таки работа с травмой делает людей более эффективными солдатами. Actually, the ethical question is: should we do this work and then send people back to the front lines? И этичность самого вопроса заключается в том, должны ли мы проделывать эту работу с людьми и посылать их опять на фронт. Not because we're making them worse soldiers, but because we can make them better soldiers. Не потому, что мы делаем их лучшими солдатами, а потому, что мы можем сделать их лучшими солдатами. Yeah. So this is each person's ethical dilemma. И это этическая дилемма каждого. I hope this is a big question and a good question. I hope this is some small entry point to it.
Это большой вопрос и достаточно сложный. И я надеюсь, что того, что я сказал, как бы достаточно прояснить некоторые вещи. У меня вопрос такой к Марку. Сможешь ли ты уделить время на наших благотворительных workshopах в августе именно этому вопросу? Если придут достаточно много людей, которые заинтересованы именно в работе с солдатами, с руководством, те, кто сейчас работают с ними. And I have a question. Will you have more time for this in our workshop in August if it will be highly requested and there are going to be people who work with soldiers? Yes, I always want to help alleviate suffering, and the Ukraine is suffering a lot, so this is definitely something I'd like to help with. Да, я всегда хочу помочь людям и уменьшить их страдания. Я знаю, что на Украине сейчас тяжелая ситуация, и я готов помочь. Я хочу добавить, что Марк уже приезжал неоднократно в Украину, и прошлым летом он проводил благотворительные занятия целую неделю в Вышкове. И многие из специалистов, кто проходил у Марка обучение, сейчас работают с солдатами, с военными, с ранеными. Это был целый большой интенсив, за что он Марк очень благодарен. Yeah, I want to mention that you've come to Ukraine last year and you help many people to work with this, and some people that worked with you on this subject are now back working with soldiers. So thank you. Okay, yeah. And often also when we worked with people before in the Ukraine who are working with soldiers, we were also working with their own self-care. This is really important. Когда мы работаем с такими людьми, которые работают с солдатами, мы также уделяем большое внимание заботе о себе, потому что это очень важно. And there's a narrative of heroic toughness, which is very dangerous to therapists and other people working in the Ukraine. И у нас есть такой паттерн культурный, это быть героем самопожертвования, и это может быть очень опасным. So as well as working, yes, with tools, practical tools to help other people, we also need tools to help ourselves. То есть, изучая практические инструменты для помощи другим людям, мы также должны изучать некоторые вещи и понимать, что мы должны заботиться и о себе тоже. If we are like sponges to other people's trauma, this is very dangerous. Потому что быть губкой для травмы других людей, брать ее на себя, это очень опасно. And what I've seen in the Ukraine sometimes is therapists who have a big heart but not much training, and they've rushed into very difficult situations because of the situation. То есть я видел это на Украине много раз, что у терапевтов такое большое сердце, но не очень большой набор инструментов, и они стремятся быстро выбраться в эту ситуацию и помочь. So it's very important that people learn the skills to manage themselves. И это очень важно, чтобы люди имели вот эти навыки по саморегуляции, самоменеджменту. И отсюда вот появился вопрос, он уже несколько раньше появился, рассказать немножко подробнее о саморегуляции. So there is a question about the self-regulation and self-management. Can you say more about this? How to do it? О том, как это делать? Наверное, попросили подробнее рассказать. Yeah, there is a question to say something more detailed about that. Okay, I mean, I can write books on it. Я могу написать книгу об этом. And everything, I'm going to give you some greatest hits. Но я постараюсь дать вам несколько таких базовых. And these are things I use myself as well. И это вещи, которые я использую сам. For example, in September, I'll be in a refugee camp in Sudan. I'll have to use this all myself. Например, в сентябре я буду в Судане, в лагере беженцев, и я буду использовать все эти навыки. It's a pretty bad war there in South Sudan. В Судане там идет страшная война сейчас. Okay, so some things I will do. Итак, некоторые вещи, которые я буду делать. For my own sanity. Ради своей собственной ментального здоровья. So the first one is basic physical health. И
Основное это такое базовое физическое здоровье. Really important to be physically healthy. И это очень важно быть здоровым физически. The second one Второе, is the centering skills we've described. это вот этот навык центрирования, который мы сегодня проходили. The third one is I'd be using some trauma releasing exercises myself every night that I'm there. И третье, что я буду делать, это некоторые упражнения по отпусканию травмы, которые я буду делать каждый вечер там. To release any secondary trauma that I'm picking up from other people. Для того, чтобы избавиться от вот этих последствий травматизации, которые я буду случайно набирать от других людей. I can't really describe this on Skype. I'd have to show this. Я не могу объяснить это словами по скайпу, мне нужно это показывать. But if people are interested, they could look up David Bocelli. David Bocelli is a place to start. И если вас очень интересует эта тема, то следует начинать с работы Дэвида Бочелли. There's other methods, but his one is good. Существует множество методов, но его методы хороши. Okay, next. Так, следующее. Social support. Социальная поддержка. I hope every therapist working with traumatized soldiers also has supervision. They have other therapists they can talk to themselves. Я надеюсь, что все терапевты, которые работают с травмой, имеют возможность сами ходить к терапевтам и получать супервизию. Okay, five. Пятое. Yeah. Ritual. Пятое. The ritual. There needs to be some rituals to let go of the day. Должен быть какой-то ритуал, чтобы отпустить то, что происходило на протяжении дня, завершить день. For example, I will always bring a change of clothes so I can change out of my work clothes. Например, я всегда буду брать с собой свою запасную одежду, чтобы переодеться после рабочего дня. Some therapists would like to wash their hands after some work as a ritualistic way of letting it go. Некоторые терапевты любят мыть руки так очень тщательно после терапевтической сессии, чтобы очистить себя после этого. Yeah, and there are some other psychological images and tricks that can be used as well, but I don't really have time now to teach all of those. И существует множество всяких психологических трюков и ритуалов, чтобы перейти в более нормальное состояние. Но у меня сейчас, к сожалению, нет времени об этом рассказывать. The main thing is noticing one's body and being able to regulate one's own body so it doesn't so the embodiment of trauma doesn't impact on oneself so much. Основное это замечать, как ваше тело себя ощущает, и влиять на него таким образом, чтобы оно не сохраняло эту травму в себе. Okay. Are there any other questions? Есть ли еще вопросы? Okay, Mark, I think I have a question. Uh-huh. Can you discriminate between three terms: embodiment, mindfulness, and movement therapy? Yes. Discrimination and maybe relationship between them. Yeah, sure. Okay. So, embodiment requires mindfulness. Для эмбодимента необходима осознанность. Particularly of the body, which is the majority of mindfulness practice. Особенно осознавание того, как наше тело себя чувствует, потому что это одна из основ эмбодимента. Yeah, but also embodiment is not just being aware, but also about changing, of altering, regulating. Но также эмбодимент это не просто быть осознанным, это знать, как отрегулировать себя и что регулировать. And embodiment, as well as the present moment, also concerns our more long-term historical body, whereas mindfulness is just about the present moment, by definition. То есть осознанность затрагивает по определению только теперешний момент, а embodiment это также и о истории нашего тела, которая уже случилась, и о
длительном периоде. The main difference, though, is we're actually altering ourselves with embodiment in the moment or over the long term, whereas mindfulness is just noticing. То есть основная разница в том, что мы сопоставляем себя с собой же из прошлого или планируем быть какими-то другими в будущем, а осознанность, она вот именно уделяет внимание этому моменту. So body therapy or dance movement therapy И телесная терапия или танцевально-двигательная терапия this is one of the sets of influences on embodiment. — это одни из инструментов влияния на свой embodiment. So embodiment is a really big field and it draws from at least 6 major fields. И embodiment на самом деле это очень широкая сфера, и он черпает свои истоки из 6 больших таких сфер практик. So body therapy, dance movement therapy, this is one. Первая — телесная терапия, танцевально-двигательная терапия. And sometimes when I do embodiment work in business, if there's someone there who's done body therapy, they say, oh, you're like doing body therapy, but for leadership. И иногда, когда я провожу тренинги в лидерстве, и там есть люди, которые занимались телесной терапией, они говорят, что «О, это очень похоже на телесную терапию, только в бизнесе». Yeah, but actually yoga teachers say, oh, you're doing like yoga, but for business. Но, например, учителя йоги говорят, что «О, ты занимаешься чем-то похожим на йогу, только в бизнесе». And the theatre people or the comedians say, oh, you're using the body like we do in theatre, but for business leadership. А люди, которые выступают в театре, занимаются какими-то театральными искусствами, они говорят, что «О, ты занимаешься чем-то вроде того, что мы делаем, только в бизнесе». We actually have a comedian on our big course in England. We do a big course every year for trainers in England, and we have a comedian this year on the course. И мы проводим большой курс для тренеров и коучей в Англии, и в этом году у нас есть актер, комедийный актер. And these are 3 areas. There's also body workers. Также есть люди, работающие с телом. People that are using the body therapeutically. This is another influence on embodiment. Это еще одно из тех сфер, которые влияют на embodiment. Dance is a big influence. Танец And martial arts is a big и influence. боевые искусства. And all of these areas to some degree. И вот embodiment So I have он to study. складывается из некоторых аспектов всех этих сфер. Each embodiment depending on what they've studied more. И у учителя эмбодимента будут какие-то более любимые, более часто используемые техники, в зависимости от того, из какой практики у него корни идут. So Oksana has done more dance than me, I've done more martial arts than her, so we have a different flavor, and this is beautiful. It's beautiful. Например, Оксана много занималась танцевальной терапией, а я много занимался боевыми искусствами, и мы будем преподавать эмбодимент по-разному. И это хорошо, это красиво. And I think for embodiment teachers, it's important to have some range. You can be really expert in one area, but to have some idea of how the influence work, because they're quite different. И для учителя эмбодимента это на самом деле важно, иметь диапазон. То есть у него может быть любимые какие-то набор техник, но важен диапазон. And certain will translate better into certain areas. For example, in business, they kind of like the martial arts feel. That works for business well. Ну и разные эти практики по-разному будут восприниматься клиентами. Например, в бизнесе хорошо воспринимаются именно такие техники из боевых искусств. Okay, do we have any more questions? Есть ли еще вопросы? Ну, из того, что ты сказал, я думаю, что, наверное, когда человек будет изучать эмбодимент, ему важно видеть разных учителей и разные стили преподавания, правильно? So, is it right that you say that when person is learning embodiment, it's important for them to see different kinds of teachers and different styles of embodiment? Absolutely. Абсолютно, да. I'm a big fan of this. Excuse me, I have the sun in my eyes. Я большой поклонник такого метода обучения. The reason is if people have one guru,
И причина заключается в том, что если у человека есть один гуру, then they pick up all the mistakes of that guru. они набираются всех ошибок, которые этот гуру совершает. And they're just a photocopy. И они просто как ксерокопия. And they never find their individual expression. Они никогда не найдут своей индивидуальной экспрессии. So I really like it when my students study with different people, and we usually have guest teachers on courses. Я очень люблю, когда мои студенты учатся у разных людей. У нас всегда есть гостевые тренеры на курсе. Yeah, and they find their own way of doing it. И они находят свой собственный способ делать. According to their personality, their culture, and their skill. И этот способ, он будет зависеть от их личности, от их набора качеств, от того, откуда они родом и так далее. I have one student who is a tango teacher, another one who is in Israel, another one who is a German body therapist. They all look very different, and that's good. То есть у меня есть студенты, среди которых учителя танго, в Германии учительницы по бодиворку, в Израиле ученики, и все они выглядят по-разному. И ты говоришь о том, что у тебя учатся те люди, которые все-таки занимаются какими-то двигательными практиками. А насколько может быть эффективным, например, изучение эмбодимента для психоаналитика, гештальт-терапевта, для тех видов терапии, к примеру, или бизнес-тренера, который привык только вот к презентации в PowerPoint, насколько вот для них будет внедряемо в их работу embodiment практики? So you're talking about people who are familiar with body practices. How about gestalt therapists, psychologists who are used to only talk to people? How will they be able to use this stuff? How useful it will be for them to learn? Yeah, I mean, if I'm good at anything, it's practical skills. Если я в чем-то и хорош, так это в практических навыках. Yeah, I'm not a theoretician. It's just I work in a very practical way. Я не увлекаюсь теорией, я работаю очень практичным способом. My grandmother was a driving instructor, and I feel like I'm in this family tradition. Repeat that, please. My grandmother was a driving instructor. Do you know what this is? A teacher of driving? То есть Марк рассказывает о своей истории. Его бабушка была учителем вождения. And my dad's job was to teach children some basic skills, the children who had been thrown out of school and they just needed to learn some practical skills. Отец Марка обучал детей каким-то практическим So способом. people come to me because they want to learn some concrete things they can use. И люди приходят ко мне, потому что они хотят научиться каким-то практическим вещам, которые они могут использовать. So we work on the level of tools. То есть мы работаем на уровне инструментов. But we also work on the level of principles. Но мы также работаем и с принципами. For those who are a little bit more advanced, when they have the principles, they can design their own tools. И те, кто немножко более продвинуты, когда они уже знают принципы, они могут создавать свои собственные инструменты. Yeah. So both levels. То есть мы работаем с обоими уровнями. The most important level actually is being. И самый основной уровень — это просто бытие. So yes, we learn the tools, yes, we learn the principles, but the most important level is who we are. То есть да, мы учим принципы, да, мы изучаем инструменты, но самое основное — это то, кем мы являемся. And this takes long-term practice. И для того, чтобы владеть этим уровнем, требуется длительная практика. I can teach you a tool in 30 minutes. Maybe 5 minutes I can teach you a tool. То есть я могу научить вас каким-либо инструментом за 5 минут. I can teach you the principles in maybe 2 or 3 days. И принципом, может быть, 2 или 3 дня. But in terms of being, how you are as a coach or a therapist or a business person, Но касательно вот именно бытия коучем,
представителем или терапевтом. This takes minimum some months of practice. Чтобы научиться, требуется как минимум несколько месяцев практики. So what I can do is help students develop the necessary practices. They can go do that practice themselves. И что я делаю? Я помогаю людям наладить какую-либо практику, которая поможет им научиться. And on longer courses, maybe over 9 months, you see people change. They really change. И на протяжении длительного курса, может быть, 9 месяцев, видно, как люди меняются. Sometimes it's quite funny. One businessman in Holland said, whispered to me, he said, "My girlfriend likes your course." Иногда это может быть весело, то есть в Голландии к Марку подошел бизнесмен и шепнул ему на ухо, что его девушке нравится этот курс. Because it had been altering him in some positive ways, and his girlfriend was having some benefit from this. Потому что этот курс менял этого человека в более положительном ключе, и его девушке нравились эти изменения. I'm not exactly sure what the benefits were, but you know, he was smiling, so I guess they were good. Я не знаю точно, каковы были улучшения, но он улыбался, значит, все было хорошо. Sometimes people's managers come into a training and say, "What have you done to Natalia? She's so much easier to work with now." Иногда приходят начальники клиентов и говорят, что ты сделал с Натальей, с ней стало гораздо проще работать. Oh, he used to be so shy, now he's so confident. What did you do? Или он был таким стеснительным, а теперь он такой уверенный, что ты сделал? And I said, I didn't really do anything. He practiced something else. И я говорю, что я ничего не делал на самом деле. Просто этот человек практиковал что-то другое. Okay, we just have 5 minutes left. So are there any questions? One more question I think we can take. Huh? У нас осталось 5 минут, и есть время для одного вопроса еще. Okay, Mark, I think we'll continue the question that Oksana asked. So our spectators very heterogeneous, and they do this psychological treatment, but in very different ways. So maybe you can give, let's say, 2 general embody techniques that each one of them may use it some way in their treatment. Okay, first of all I should check, do they all have bodies? То есть вопрос был, wait, I will translate the question. То есть вопрос был о том, может ли Марк представить какие-то 2 базовые эмбодимент техники, которые все могли бы делать. И первое, проверить, есть ли у них тело. Yeah, go on. Okay, if they do, then they can use all this work. И если ответ да, то им будет полезна эта работа. And for any person, whether they're a businessman or a therapist, the principle of noticing how you are is vital. И для любой работы, то есть или в бизнесе, или в терапии, способность человека замечать, как он себя чувствует, она очень важна. The principle of learning some basic tools to moderate the fight or flight or freeze response is also vital. А также важен принцип управления вот этими ответами. There is no profession where being stressed helps. Не существует такой профессии, в которой чувствовать стресс – это необходимость. But don't believe me, try it. I mean, get stressed and then go talk to your wife or husband this evening, see if it helps. Но не верьте мне, проверяйте. То есть попробуйте в таком стрессовом состоянии пойти поговорить со своей женой, например. So these are 2 basic principles for everyone, right? Self-awareness, self-regulation. И это 2 основных принципа, которые работают. Самоосознанность и саморегуляция. If people are looking for like one magic bullet, well, it's bad news. Если люди ищут какую-то одну волшебную таблетку, которая поможет от всего, то у меня плохие новости. Lots of people promise, you know, the magic bullet. Потому что очень многие люди, они обещают эту волшебную таблетку. I think mature practitioners know this is bullshit. Но любой профессионал, он знает, что это бред. I think what people realize is that things do take practice. То, что люди должны понимать, это что, чтобы что-то изменить, нужна практика. Yeah, so I think anyone out there could benefit from having a body development practice.
Я думаю, что все люди могли бы получить как бы, превосходство, если они будут обладать этими двумя навыками. Whether it's yoga or dance or martial arts, this depends on what they need. И это может быть касательно и боевых искусств, и танцевальных практик. Это может быть развито, смотря что вам нужно. Okay, so really this has just been a very short introduction to embodiment. Это было короткое введение в Эмбодимент. And quite hard to do without seeing people, without seeing the bodies. И это достаточно сложно делать, не видя людей, не видя их тел. We have lots of resources. There's some books, but there's lots of good free YouTube videos. У нас множество ресурсов, есть книжки, есть множество YouTube-видео. Some have some Russian translation with them. Some have translation into Russian. Say it, please. Some of the videos have a translation into Russian. Некоторые видео с русскими субтитрами или с переводом. And I teach in the Ukraine and in Russia and all over Europe. И я также преподаю в Украине, в России и в Европе. Perhaps Oksana can mention some of the workshops in the Ukraine this summer. Может, Оксана расскажет нам о следующем воркшопе летом в Украине. Пожалуйста. Да, я расскажу о воркшопе, но еще один вопрос у нас тут есть к тебе, Марк. Если ты видишь, что тело человека говорит об одном, а человек словами говорит тебе другое, как обычно ты поступаешь в таких ситуациях? There is one more question, very short, like, if you see a person and his body says one thing, but the words say another thing, what you do usually? Which do you trust? Кому вы верите больше? There's an interesting exercise I do on courses where I say to everybody touch your knees, translate carefully. Everybody touch your knees. Есть упражнение, которое я делаю на своем курсе всегда. Я говорю, все дотроньтесь до своего колена. But of course everybody touches their elbows. Но, конечно, все дотрагиваются до локтя. Because bodies listen to bodies. Потому что тело слушает тело. It's much harder to lie with your body. И с помощью тела гораздо сложнее собрать. So usually I trust the body. И поэтому обычно я верю тому, что говорит тело. Like a dog would. Как собака бы. You can tell a dog you're not scared, but if you feel scared, the dog knows you're scared. Вы можете сказать собаке, что вы не боитесь, но если ваше тело демонстрирует страх, то собака думает, что вы боитесь. If someone says, I love you, and their body says the opposite, which do you trust? Come on. Если кто-то говорит, что любит вас, но его тело говорит о противоположном, то чему вы поверите? Okay. So any comments on workshops, Oksana? Because I have to go in 2 minutes. 15 августа Марк проведет воркшоп «Боевіх йога». Вы можете присоединиться, у нас будут, сейчас уже есть в этом событии этой передачи, есть вывешен график всех мероприятий. Также Марк проведет воркшоп по работе с травмой, и мы приглашаем всех заинтересованных в этом. Это будет 16 августа. Пардон. Потом у нас будут воркшопы 20-23 июля, они тоже есть в графике «Эмбодимент». И этот воркшоп рассчитан для тех, кто занимается коучингом и бизнес-консультированием. А те, кто хотят изучать эмбодимент более полно, мы приглашаем на все воркшопы, и между ними еще будут занятия с другими ведущими. То есть вы сможете увидеть разные стили тренерства и более детально узнать, что такое эмбодимент и как его применять в вашей повседневной жизни, в бизнес-задачах, в работе с волонтером, с ранеными, с беженцами, с детьми, потому что эмбодимент практики, они очень эффективны, и я думаю, что лучше всего работают в той ситуации, которая сейчас происходит у нас в стране. Thank you very much. I caught some of that. Okay, Daria, can you just tell people thank you very much? It's been fun. Спасибо большое, это было весело. And I'm looking forward to coming back to the Ukraine. И я жду с нетерпением, когда я снова вернусь в Украину. I like the Ukraine a lot. I'm even marrying a Ukrainian, so I do genuinely like the Ukraine.
Я очень люблю Украину, я даже женюсь на украинке, поэтому я So I люблю look Украину forward to очень сильно. working with you again. И я жду, когда я снова смогу работать с вами. And if you, I can help you with embodiment if you help me with my Russian. И я помогу вам с эмбодиментом, если вы поможете мне с изучением русского. Okay, I need to say goodbye now. I need to leave. Unfortunately, I have another appointment. И у Марк. меня следующая встреча, поэтому мне нужно идти. Yeah. Thank you for your input to our project. It was very interesting, exciting. And we are waiting for you in our next Meeting. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Thank you very much. Bye, Марк. И большое спасибо Даше. Нужно сказать большое спасибо Даше за прекрасный перевод. Спасибо. Спасибо вам. Все было очень прекрасно. И спасибо большое. Да, Даша, спасибо большое. И хочу еще тем, кто с нами остается в эфире, сказать, что еще будет один воркшоп не только в Киеве, как предыдущий, но еще один воркшоп будет в городе Винница. Кому ближе добираться до Винницы, пожалуйста, присоединяйтесь к винницкому воркшопу. И там будет много всего интересного и полезного, как для бизнесменов, так и для психологов и психотерапевтов. Все, ну давайте прощаться тогда. Да. Вот, смотрите нас на Live IL.ua. Всего доброго.